Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Наконец-то я дождался прихода новых наушников от компании Redmi, это Redmi Buds 4 Pro. Самое главное, что компания Redmi вновь возвращает этот классный слоган «Топ за свои деньги». Здесь есть активное шумоподавление, здесь самый новый Bluetooth версии 5.3, здесь даже есть какая-никакая влагозащита, они очень легкие, звучат хорошо, здесь два динамических драйвера. Конечно же, есть режим прозрачности, и работают они достаточно долго, больше 30 часов вместе с кейсом, а стоит всего лишь 3500 рублей. Прямо сейчас на Алиэкспрессе можно посмотреть. Я внизу, конечно же, оставлю ссылочку. Переходите, посмотрите. 3500 рублей, а по большому счету, есть все, что нам нужно. Да, это не эти бедные Redmi Note 11, которые стоят официально в России 28. Где тот топ за свои деньги? Вот он, топ за свои деньги. Как работает новый Bluetooth версии 5.3? Насколько они на самом деле хорошо звучат? И как долго они могут работать от одного заряда? Давайте я вам расскажу. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Вот те приятные технические характеристики, которые я вам озвучил с самого начала, они действительно решают. То есть ты смотришь на них и понимаешь, что за 3500 рублей, вот если еще звучание будет хорошим, то вообще будет классно. Потому что это те наушники, которые приятно держать в руке, это те наушники, которые комфортно носить в ушах. Это затычки, к слову, да. И я люблю затычки, потому что они проваливаются далеко в ухо, и тебе не надо переживать, что они выпадут. Они достаточно легкие, весят примерно по 5 граммов каждый. Конечно же, у нас есть комплектация амбушюры, зарядный провод и так далее. Естественно, у нас снизу USB Type-C, также есть кнопка для сопряжения с устройствами, и эта же кнопка отвечает за сброс устройства. Когда вы будете заказывать эти наушники, обязательно обратите внимание вот на какую вещь. Это белые, они глянцевые, а есть черные, они матовые. И с точки зрения того, насколько долго проживет этот кейс, матовые меньше царапаются. Вот у меня эти глянцевые, им там неделя-другая, и они уже полностью все в мелких царапинах. Да, то есть обязательно покупайте, например, какой-нибудь силиконовый чехол, или покупайте черный. Вообще, мне кажется, черная такая более стилевая штука. С какое-то время назад все начали делать белое, а сейчас черное. Но вообще сами наушники выглядят очень прилично. И знаете, что мне нравится? Когда компания находит такой классный дизайнерский момент, который обыгрывает весь дизайн устройства. У нас здесь такая прикольная серебристая полоска сзади. Мало того, она еще неоднородная. То есть внутри нее есть еще как будто бы такая полоска. И я бы сказал, что это выглядит очень достойно. То есть когда ты наушник помещаешь в ухо, и он не просто белый, а он такой серебристый. Если бы он был бы черный, наверное, было бы еще прикольнее. Кстати, многие спрашивают, а работают ли наушники по отдельности. Ну, конечно же, работают. Ты засунул один наушник и общаешься, например, с кем-нибудь как по гарнитуре. Кстати, здесь у нас 3 микрофона, и они неплохо звучат. Давайте прямо сейчас я вам покажу, как же звучит голос в этих наушниках. Ну что, друзья, это вы сейчас слушаете, как работают микрофоны на Redmi Buds 4 Pro. Постучал по одному, постучал по другому. Как вы слышите голос? Мне кажется, что он звучит, честно говоря, неплохо. Особенно исходя из того, что у нас эти наушники стоят 3500 рублей. Но мое мнение одно, ваше мнение другое. Так что напишите в комментариях, как вам. Мне, честно говоря, странно, что на российском YouTube на данный момент, по-моему, есть только 2 видео об этих наушниках. По-моему, это настоящий хит продаж. И если вы хотите заполучить прикольное функциональное устройство, которое еще звучит хорошо, Redmi Buds 4 Pro вообще отличный вариант. А по современному курсу тем более. Кстати, о том, что стоят эти наушники 3500 рублей, я узнал из телеграм-канала моего товарища «Пользы нет». Я внизу оставлю ссылку, переходите, посмотрите. У Сашки уже, по-моему, более 60 тысяч подписчиков. Почему-то потому, что он регулярно постит самые интересные цены и самые актуальные выгодные приложения, которые он находит на Алиэкспрессе на популярный товар. Не на какую-нибудь там туалетную бумагу, там салфетки или еще что-то. Нет, наушники, телефоны, все самое ходовое и прикольное. Так что подписывайтесь обязательно. Обычно, если посмотреть на кейс сзади, то у нас написаны все основные характеристики, но здесь все по-китайски, потому что это китайские наушники. Вы спросите, наверное, а стоит ли приобретать глобальные, ждать, например, да, или покупать китайские? Я бы сказал так. Так как здесь, когда мы включаем какие-нибудь функции, у нас никакая китайская девушка там нам ничего не подтверждает, у нас просто происходит такой пик, то в целом я бы сказал, что глобальные от китайских, наверное, особо ничем не отличаются, точнее так, китайские обычно стоят дешевле. Но в любом случае, даже через иероглифы можно понять, о чем здесь говорят. Самые классные вещи. Во-первых, у нас здесь специальный игровой режим, то есть наушники очень быстро передают звук, и они, в принципе, подходят для геймеров. 59 миллисекунд. Также у нас хороший аккумулятор. От одного заряда эти наушники с активным шумоподавлением работают примерно 5-6 часов. Естественно, если выключить активное шумоподавление, будет подольше. Полностью вместе с кейсом наушники работают более 30 часов. Сам кейс заряжается чуть больше 2 часов, а наушники в кейсе заряжаются примерно час. У нас также есть возможность подключить эти наушники сразу к 2 устройствам. Например, вы сидите за ноутбуком, у вас они подключены к ноутбуку, а также, например, подключены к телефону. И если вам кто-то звонит, вы ничего не переключая, просто
начинаете с кем-то разговаривать. Согласитесь, это прикольный кейс. Тут же на кейсе указано, что у нас класс влага и пылезащита IP54. Соответственно, они не боятся дождя, не боятся ваших занятий спортом. И, в принципе, если они чуть-чуть в песок упадут, тоже не страшно. Хотя, если песок забьется в этот USB Type-C, ну, скорее всего, вы уже его не зарядите. Ну и, конечно же, говорить о том, что вы будете по гарантии там чего-то возвращать из далекого Китая, тоже не стоит. Поэтому давайте обойдемся без песка. Естественно, эти наушники работают и с айфонами, и с андроидами. Есть официальное приложение, но многие, на самом деле, рекомендуют скачивать не официальное приложение, а российское приложение Mi 8, которое можно найти в Google Play. Потому что оригинальное приложение надо скачивать при помощи QR-кода. И в этом приложении есть все необходимые функции. Во-первых, настройка шумоподавления. Здесь 3 варианта. Грубо говоря, жесткий, средний, нормальный. Здесь есть прозрачный режим. Я не могу сказать, что он работает хорошо, то есть все равно хочется достать наушник из уха, когда ты с кем-нибудь разговариваешь. Мало того, если вокруг вас очень много шумов, ну, например, вы находитесь в магазине, то когда вы включаете этот режим прозрачности, у вас все эти шумы увеличиваются и валятся вам в ухо. Поэтому вы не только слышите голос человека, но также еще все вокруг. Кто-то там шуршит, у кого-то что-то падает, так что режим прозрачности все-таки нужно еще как-то допиливать. И хорошо бы к нему подключить интеллект, чтобы он разделял голос человека и окружающие шумы. В целом эта схема тоже работает, она встроена в разные наушники, но пока я не могу сказать, что какие-то из них хорошо справляются. На кассе мне всегда хочется достать наушник и поговорить с человеком. Может быть, я просто редко разговариваю с людьми только через камеру. Здесь также есть технология, которая борется с шумом. То есть производитель говорит, что если вы будете, например, заниматься бегом, то вам не сильно будет шуметь. На самом деле, я вот могу честно сказать, я пока еще не встречал наушников, которые бы хорошо боролись с шумом ветра. То есть все равно, если ты находишься на улице, если ветер шпарит, собеседнику совершенно некомфортно тебя слушать. Ну а теперь давайте поговорим про самое главное, собственно, за счет чего ты либо приобретаешь эти наушники, либо не приобретаешь. Это звучание. Потому что у нас здесь стоят два драйвера. Драйвера — это, ну, динамики, да? Один на 10 мм, второй на 6 мм. Один отвечает за низкую составляющую, за середину, второй отвечает за более верхние частоты. И вообще в рекламе, знаете, очень много рассказывается про то, какие они классные, замечательные и как они фантастически звучат. Ну что я могу сказать по поводу звучания? Во-первых, оно для 3500 рублей хорошее. То есть у нас есть хорошая низкая составляющая, есть серединка, есть верха. Я бы сказал, может быть, немножко не хватает разборчивости, то есть есть такая небольшая шумная картинка. Например, недавно я пользовался One More Evo, я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Вот там прямо звук очень четкий и очень разделенный. Здесь все-таки он такой немножечко кашеватый. Но это замечаешь, на самом деле, только тогда, когда у тебя есть вот такие более взрослые наушники. А так здесь хорошая стереобаза, у тебя не звучит все в голове, у тебя все достаточно широко. Нету каких-то, знаете, напрягающих частот, потому что, например, в тех же самых One More Evo порой серединка и высокий так прет, то тебе кажется, ну давайте чуть-чуть поменьше. А здесь, я бы сказал, такое ровное звучание. Кстати, когда мы наушники достаем, у нас музыка останавливается. По идее, она должна и возобновляться, когда мы обратно вставляем наушники, но почему-то этого не происходит. Тебе надо обязательно сделать тап наушника, чтобы музыка вновь продолжила звучать. Причем мне нравится, что play и пауза делаются через 2 касания, потому что периодически, когда у тебя настроено через одно касание, соответственно, задеваешь, у тебя что-то останавливается. Короче, эти ложные нажатия всегда немножко мешают. Ну а долгим нажатием ты можешь переключать разные режимы, шумоподавление, отсутствие его, прозрачный режим. Также в приложении вы можете заглянуть в раздел жесты и что-то для себя настроить. Важный момент, что когда мы один из наушников достаем, у второго активное шумоподавление пропадает. Хотя есть наушники, в которых активное шумоподавление работает даже когда один воткнут. Честно говоря, я даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что порой это вызывает дискомфорт, типа как будто бы у тебя какая-то затычка в ухе. Ну а так ты взял наушник, вставил его, у тебя прозвучал такой магический звучок блямс, и можно наслаждаться музыкой. За 3500 рублей я уверен, что это один из самых лучших вариантов, которые вы можете найти. В основном все наушники с активным шумоподавлением обычно стоят свыше 5000. Раньше они стоили 7, 10 и так далее. Сейчас такие технологии, что 3000. Через год у нас будут наушники с активным шумоподавлением за 2000 и так далее. В общем, друзья, я думаю, что если вы решитесь эти наушники приобрести, я думаю, что вы останетесь довольны. Единственное, мне, может быть, чего не хватает, это чтобы они работали чуть-чуть погромче. Вот процентов на 10 бы они погромче работали, и было бы вообще кайфово. Собственно, мне, наверное, добавить больше нечего. Очень надеюсь, что это видео окажется для вас полезным. Знаю, насколько важно правильно выбрать для себя наушники, поэтому обратите внимание на эти наушники, посмотрите другие обзоры, посмотрите обзоры на Redmi Buds 4, не прошку, а обычные, потому что говорят, что те звучат даже получше, чем эти. Я 4-й пока еще не пользовал, хотя планирую про них тоже записать обзор. Собственно, на этом все. Очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это честный блог. Не болейте. Всем счастливо и пока.